Никаких предупреждений. Никаких спойлеров. Просто одно короткое заявление, появившееся ниоткуда, и за считанные секунды мир словно остановился. Пальцы перестали листать ленту, дыхание замерло, и миллионы глаз прильнули к одному экрану. Фраза была холодной, лаконичной, почти безэмоциональной, но ее воздействие было подобно невидимому взрыву. Что-то грандиозное только начиналось. И, не будучи упомянутым напрямую, всем сразу пришло на ум одно имя – V из BTS, Ким Тэ-хён. В тот момент, когда заявление появилось, глобальное фандомное сообщество словно замерло. Экраны обновлялись без остановки. Ленты социальных сетей взорвались за считанные секунды. Одно тщательно продуманное предложение, холодно-эмоциональное, скрупулезно отполированное, но, несомненно, взрывное, было достаточно, чтобы разжечь одну из самых сильных бурь в поп-индустрии за последние годы. HYBE, компания, известная своим стратегическим молчанием и корпоративной точностью, наконец-то заговорила. И за каждой строкой, каждой паузой, каждым преднамеренным умолчанием неустанно звучало одно имя. V из BTS, Ким Тэ-хён. В течение нескольких месяцев слухи циркулировали, словно тени, никогда недостаточно громкие, чтобы подтвердить, но слишком настойчивые, чтобы игнорировать. Фанаты чувствовали, что что-то не так, задолго до того, как могли это объяснить. Инсайдеры индустрии говорили загадками. Анонимные посты появлялись, исчезали, а затем снова появлялись под разными именами пользователей. И в центре всего этого стоял Ким Тэ-хён, мировая икона, участник BTS, культурный феномен, которого теперь, по слухам, считали замешанным в том, что многие начали называть молчаливым, но преднамеренным заговором. Решение HYBE наконец-то прокомментировать ситуацию не принесло облегчения. Наоборот, оно открыло более глубокие раны. Со стороны карьера Тэ-хёна всегда казалась неприкосновенной. Его влияние выходило за рамки музыки. Модные дома боролись за его присутствие. Артисты открыто восхищались, и мировые СМИ анализировали каждое его публичное появление, словно расшифровывая скрытые смыслы. Но власть часто порождает сопротивление. Успех, особенно тот, который выходит за национальные границы, порождает беспокойство в тех местах, о которых никто не осмеливается говорить. Первые признаки были едва заметны. Внезапное изменение графика рекламных мероприятий. Необъяснимые отсутствия на важных выступлениях. Стратегически нелогичные задержки. Заявления, которые казались неполными, намеренно утаенными. Фанаты заметили закономерность задолго до того, как официальные СМИ осмелились поставить ее под сомнение. Почему к индивидуальным действиям Тэ-хёна относились по-разному? Почему некоторые слухи распространялись с такой неестественной скоростью? Почему представление о нем изменилось в одночасье? Ничто из этого не казалось естественным. Затем последовали утечки, непроверенные документы, отредактированные скриншоты, аудиозаписи с сомнительными источниками. Каждая из них сама по себе ничего не значила. Но вместе они сформировали тревожную картину. Картину, которая представляла Тэ-хёна не как жертву, а как угрозу. Проблему. Кого-то, кем нужно управлять, ограничивать, контролировать. Фандом отреагировал мгновенно. Фанаты BTS, ARMY по всему миру начали собирать хронологии событий, сравнивать заявления, анализировать интервью. Результат оказался тревожным. Некоторые СМИ неоднократно освещали ВИЗ противоречивыми точками зрения, игнорируя контекст и факты. В сети развернулись синхронные кампании ненависти. Ключевые слова мгновенно стали популярными на множестве платформ, повторяя одни и те же обвинения практически идентичным языком. Совпадение? Фанаты не поверили. HYBE хранили молчание. И это молчание стало оглушительным. В поп-индустрии молчание никогда не бывает нейтральным. Оно может защитить или разрушить. Для Ким Тэ-хёна каждый день без разъяснений ощущался как еще один кирпич, добавленный к стене, которая медленно сжималась вокруг него. Слухи становились все мрачнее.
Некоторые указывали на внутреннюю политику. Другие шептали о внешней борьбе за власть, конфликтах брендов или даже о преднамеренных попытках расколоть BTS изнутри. Больше всего фанатов беспокоил сам Тэхён. Он не стал открыто отвечать. Он не стал отрицать. Он не стал объяснять. Вместо этого он казался спокойным, почти слишком спокойным. Фанаты анализировали его выражение лица на фотографиях, выбор слов во время прямых эфиров, паузы между предложениями. Некоторые видели боль. Некоторые видели спокойное сопротивление. Некоторые видели нечто гораздо более тревожное. Принятие. Когда HYBE наконец выпустили свое официальное заявление, ожидания были запредельными. Фанаты надеялись на ясность, прозрачность и защиту. А получили они нечто совершенно иное. Заявление было длинным, формальным и, на удивление, нейтральным. В нем признавались недоразумения, внешние версии событий и необоснованные предположения. В нем отрицался внутренний конфликт. В нем подчеркивалась важность Тэхёна для компании и для BTS. Однако то, что в нем не говорилось, было не менее важно, чем то, что говорилось. В нем не затрагивались конкретные обвинения. В нем не объяснялись несоответствия. В нем не отрицались целенаправленные манипуляции. И самое главное, в нем не объяснялось, почему Ви оказался в центре этого скандала. Это упущение изменило все. Реакция сразу же разделилась. Одна сторона считала, что HYBE говорит только потому, что давление достигло предела. Для них заявление было попыткой минимизировать ущерб, сделано для того, чтобы успокоить инвесторов и отвлечь внимание, а не для того, чтобы раскрыть правду. Другие считали, что слова HYBE были призваны не защитить Тэхёна, а сдержать его. Одна фраза выделялась больше всего: звездочка, долгосрочное стратегическое согласование, звездочка. Для обычного читателя это звучало безобидно. Для фанатов – как предупреждение. С кем сотрудничать? И за чей счет? Чтобы понять, почему Ким Тэхён может восприниматься как риск, необходимо понять его положение в BTS. В отличие от айдолов, загнанных в предсказуемые рамки, Тэхён всегда существовал немного вне этих рамок. Его артистизм инстинктивен. Его личность непредсказуема. Его популярность распространяется на поколения и культуры бесчисленными способами. Он не следует трендам. Он их создает. И такое влияние нелегко контролировать. Инсайдеры индустрии давно намекали, что глобальный охват Тэхёна сравним с охватом целых агентств. Модные бренды видят в нем ходячую сенсацию. Режиссеры хотят видеть его не в качестве приглашенного актера, а как серьезного артиста. Его амбиции выходят за рамки традиционной системы айдолов, а системы редко приветствуют то, что они не могут контролировать. По мере углубления полемики возникают новые вопросы. Почему определенные возможности исчезают без объяснения? Почему ходят слухи о сотрудничестве, но никогда не объявляется официально? Почему внешние партнеры вдруг замолкают? Фанаты начинают подозревать, что правда не в скандале, а в ограничениях, не для того, чтобы уничтожить Ви, а чтобы замедлить его. В этом контексте заявление HYBE воспринималось не как щит, а скорее как поводок. Международные СМИ тщательно облекли историю в нейтральные формулировки, споры, дебаты, предположения фанатов. Но под поверхностью ощущалось явное беспокойство. Все чувствовали, что за молчанием что-то скрывается. Никто не хотел первым бросить вызов власти. Тем временем Тэхён продолжал свой график. Он улыбался на мероприятиях. Он тепло приветствовал фанатов. Он неоднократно благодарил ARMY. Но тонкие изменения было невозможно игнорировать. Он говорил меньше. Он тщательно подбирал слова. Его некогда спонтанные прямые эфиры стали реже. А когда он все-таки появлялся, в его взгляде была тихая напряженность, которую фанаты никогда раньше не видели. Не страх, а осознанность. Один конкретный момент потряс фандом.
В коротком разговоре Тэхён произнес всего одну фразу, загадочную, почти поэтическую, о правде, которая не всегда требует шума. Через несколько минут эта фраза стала трендом по всему миру. Фанаты истолковали ее как скрытое послание, доказательство того, что он точно понимал, что происходит, и предпочел сдержанность хаосу. HYBE больше не отвечали. Вместо гнева ARMY мобилизовались посредством документирования. Были составлены хронологии. Были выявлены несоответствия. Заявления были заархивированы. Спокойно. Неустанно. Потому что если бы это действительно был заговор, он был бы раскрыт не криками, а правдой. Что делает этот момент беспрецедентным, так это не только его масштаб, но и единство. Фанаты из разных стран, языков и культур независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу. В отношении Ким Тэхёна есть что-то, что противоречит логике, истории и уважению. И когда миллионы людей приходят к одним и тем же сомнениям без какой-либо координации, это перестает быть паранойей. Это становится закономерностью. HYBE, возможно, и высказались, но этот разговор еще далек от завершения. В любом случае, это заявление знаменует начало ответственности. Потому что, однажды нарушив молчание, его уже не вернуть. Является ли Ви из BTS мишенью более масштабного заговора? Официального подтверждения нет. Нет утечек контрактов. Нет судебных доказательств. Но есть нечто столь же важное –